Я приветствую вас, с вами Лика. Тема нашего расклада сегодня. Посмотрим, что вас ожидает до конца этого месяца, что придет в вашу жизнь. И, возможно, решатся какие-то вопросы, да, или ситуации, в которых сейчас пока нет решения. Посмотрим, что расскажут вообще карты. Возможно, вы не зря нашли этот расклад, да, для того, чтобы понять сейчас что-то важное для вас. Что ж, давайте приступать. Десятка кубков говорит о том, что, возможно, сейчас вас очень тревожит свое собственное счастье. Кто-то чувствует себя, возможно, чем-то обделенный или не получается что-то именно в личной жизни. Да, мужчина. У кого-то выходит мужчина из прошлого. У кого-то сейчас, на данный момент, да, этот мужчина отвернулся и холоден, и, знаете, не говорит вообще причину. Вы-то к нему как бы со всей душой, а он почему-то повернулся спиной к вам. Для кого-то это мужчина в прошлом остается. Но вы до сих пор как бы о нем думаете часто и многое стараетесь осознать. Почему он так поступил, да? Да, нет стабильности, нету ответа от него, нету понимания, что ты вообще задумал, почему ты так поступил. Если он отвернулся, да, и сейчас остался пока в прошлом, то есть если вы не вместе, то этот человек многого вам вообще не объяснил. Ни о своих поступках, ни о своем поведении, то есть мог резко просто пропасть и уйти в молчание. Да, вы расстались. Мужчина в прошлом, либо вот-вот только поставили точку. Я говорю, вы не можете понять причину, почему этот человек долго как-то качался, он искал, скажу так, какой-то компромисс, как уйти. И вы не можете до сих пор понять его поступок. В чем причина? Потому что, говорю, он не удосужился сильно объяснить. И вас это очень сильно разбило. Естественно, и очень много вопросов осталось. Но он не идет на контакт. Вы знаете, вы вот где-то в глубине души, вообще, вот есть у вас мечта, что он опять вами как бы будет дышать. Вами, ну, как вот было все у вас хорошо вначале, вы в глубине души мечтаете, что он опять возьмет на себя инициативу, что вы ему нужны, что вы поймете, что вы ему нужны. Вы не можете поверить в то, что этот человек так резко к вам охладел. И вы надеетесь, что вместо вот недопонимания, все, что между вами сейчас происходит, выйдет на стадию солнца, то есть на стадию примирения, нового этапа между вами и светлой полосы. Причем вы задумываетесь о том, что, может быть, мне проявить инициативу, как-то написать ему, позвонить, сказать. То есть попробовать взять под контроль ситуацию и как бы вернуть то, что было с ним. Но я вам скажу так, что если вот вам этот человек, правда, очень дорого, вы его любите, да, в принципе, вы можете проявиться сами, попробовать, да, с ним встретиться, все-таки поговорить, потому что вас уже многое связывает. Есть порядка несколько лет, возможно, или, ну, в общем, есть прошлое, которое
у вас хорошее. Он вам помог тоже во многом вырасти, вы многое поняли. Вообще вы рядом с ним расцвели, я скажу так. Вы чувствуете с ним рядом себя настоящей женщиной. Вы жили вместе, возможно, в его или в вашем доме. То есть под одной крышей стабильно все было. Давайте посмотрим, что между вами произошло. Потому что я вижу, что, в принципе, вы не зря хотите примирения, потому что, я говорю, вас-то в этих отношениях все устраивало. Давайте посмотрим мужчину. Что с мужчиной у нас? Закрывается. Он закрылся как-то. Смотрите, он закрылся, вот, обороняется и все отпустил. Как бы я хочу отпустить этот вообще мир. Видите, как бы отдаляется от вас. Знаете, он поддался какому-то искушению. Элементарно, да, кто-то сбил с пути. Либо его внутренняя какая-то тень искушения к чему-то, да, это может быть перебор в какой-то, как сказать, сфере, да, в своей жизни, когда, допустим, человек просто заигрался с чем-то, и глаза уже и сердце просто не видит истины, и начинает просто себя погружать уже все глубже и глубже закапывая. Ведь он вас любил, и сердце открыто у него было, и все было от него, я говорю, прямо искренние, чистые помыслы к вам были. Но вмешалось что-то в его жизнь, я говорю, либо изнутри что-то его стало съедать. Он как будто считает, знаете, если я сейчас не уйду, я причиню ей очень много боли, вреда в будущем. Как будто он не видит в этих отношениях уже того счастья, того себя искреннего, каким он был когда-то. Но вот желание дальше строить отношения у него резко прекратились. Он решил, что он должен уйти из этих отношений, прекратить их окончательно. Вот он что-то для себя осознал. Осознал, я говорю, возможно, ему кто-то что-то начал шептать. Возможно, на него как-то повлияли. Сейчас будем разбираться. Он пытался контролировать этот процесс, но он не смог. Но это внезапно произошло. Я говорю, поэтому у нас вначале идет, что он практически вам не смог ничего объяснить. Потому что, во-первых, он не смог в себе разобраться. Он только понял то, что он не хочет причинять вам сейчас вред. И то, что с ним происходит, это не очень хорошая какая-то ситуация. И под контроль, говорю, взять он ее разрешить не смог. Возможно, он пытается с ней как-то совладать, с этой ситуацией, с тем, что лично с ним произошло. Но это переломный момент в его жизни. То есть однозначно, я говорю, что-то очень серьезное. У него произошло точно что-то, либо ему кто-то сказал, либо, я говорю, если это связано с искушением, да, зависимостью от чего-то прошлого, возможно, что-то вернулось то, что его туда начало затягивать. Я пока не вижу, если это человек, мы сейчас увидим. Если это обстоятельства, то это у него уже было не раз в прошлом. Он в свое время с этим как-то справился, от этого, как вам сказать, отдалился, да, и прекратил. И поэтому, когда вы с ним начали встречаться, потом жить, он был как бы человеком, который прошел определенный путь, да, чтобы и себя изменить. Но вот сейчас у него все это резко вернулось. Вот идет так, что, возможно, человек игрок, может играть в азартные игры. Либо зависимость от каких-то допингов, да, ну, то есть ему не хватает чего-то. Это может быть и, ну, в общем, вы меня поняли, да, разные вещества, разные какие-то моменты для поддержания себя. То есть употреблять в какие-то моменты что-то, я имею в виду, и вот чувство идет так, что он туда вернулся, к этому, ко всему. Может, человек выпивает, и такое может быть. Потому что именно это зависимость из прошлого. Жесткая зависимость, которую он преодолел на какое-то время, но сейчас он... Я говорю, это может быть обстоятельства и зависимости, да, и может быть люди. Сейчас мы посмотрим. Но это вот, знаете как, я попробую этот шанс. Как будто ему кто-то либо предложил, либо он об этом узнал, либо произошла какая-то стрессовая ситуация в его жизни, возможно, что-то
Здесь даже не работа, здесь эмоциональная сторона. Кто-то его чем-то зацепил и прямо очень сильно обидел. И вот у него стало, знаете, вот на чаше весов отношения с вами, потому что у вас, говорю, возможно, когда вы начали с ним встречаться или жить, вы знали об его прошлом и были ему опорой, и он был для вас опорой. Но сейчас эта опора подкосилась, он как-то побоялся. Во-первых, он резко отстранился. И вот, скорее всего, здесь еще причина, что вы его не узнаете, потому что он стал таким, какой он был в прошлом. Либо, говорю, вы расстались, он в прошлом сейчас находится в вашей жизни из-за того, что вы уже знали, что с ним происходит. Но вы, говорю, надеетесь, что все-таки ведь было хорошо, ведь он мог, и мы жили нормально, что все-таки осознание победит в его голове, да, и любовь к вам. Но он, говорю, прекратил сейчас строить с вами вообще счастье, отношения, да, вкладываться. Тут и материальной стороны немного играть, потому что деньги стали уходить куда-то помимо вашей семьи. Если раньше он все в дом, все приносил в дом, вкладывал только все в дом, то он как бы этот процесс отстранил и начал сейчас вкладывать в другое место, тратить деньги. Но я говорю, что-то у него произошло, что резкие такие перемены по отношению к вам и вообще к жизни. Это судьбоносная какая-то ситуация, возможно, была как проверка для него. Я говорю, он как бы ухватившись за этот шанс, начал многое вообще ломать в своей жизни, скажу так. Но опять же здесь хочу сказать, что по пятерке чаш он отошел от всего, лишь бы чтобы вам не причинить вред. Вы-то для него остаетесь важным человеком в жизни. У него идут одни пажи. Вот мысли легкомысленного человека. Вот я про это и говорю. В итоге он себя загнал в клетку, из которой он в свое время очень тяжело выбрался. То есть очень тяжело ему удалось изменить свою жизнь к лучшему. Вы ему пришли на помощь, как говорится, в жизни не зря. То есть вы пришли для того, чтобы ему помочь в чем-то. Я говорю, у него была какая-то зависимость. Мне почему-то больше идет, что он игрок. Но, опять же, многие и воспринимают и алкоголь, да, и какие-то другие моменты тоже воспринимают как игру. Я расслаблюсь раз, да, как бы отдохну от всего, там, допустим, что-то произошло, навалилось, да, или вот как у него в эмоциональном, может, его кто-то обидел, да, или в окружении ему как бы, может, унизили, я могу так сказать, да, что то есть что-то с ним произошло, что его зацепило, что его подломило, очень сильно подломило. И он решил как бы прибегнуть к старому, что его когда-то в таких ситуациях как бы спасало, как он считает. И вот я один раз там и все, и в итоге у него пошло-поехало, и с каждым разом у него стало это вставать на первый план. Причем он головой уже не осознает того, что его это затягивает. И это, говорю, прошлое. Здесь и женщина, кстати, могла, да, сыграть роль. Почему я хотела еще вот посмотреть после шестерки кубков, кто выйдет. Возможно, в прошлом они бы, когда, у них были какие-то отношения с этой женщиной, им было как-то, знаете, вот тогда они как-то... Идет такое, что вот легкомысленно как-то не жили. Я говорю, возможно, играла роль то, что вместе пили, гуляли, веселились, да, и жизнь была как сплошное веселье. Возможно, она объявилась на его пути, и какой-то, как-то вот в тот момент, когда ему поплохело, так скажем, да, вот она тут как тут оказалась. И по привычке предложила, как бы, как раньше. Посидеть, поговорить. А она, да, она не хотела, чтобы он от нее уходил. Но скажу так, что с вами он не вывез до конца. Он работал над собой, вы ему, как говорю, подарок вообще от судьбы пришли. И он вам во многом помог, потому что вы смогли реализовать себя с ним, почувствовать женщиной.
и любите вы друг друга. Но он не справился. Вы дали шанс человеку, вот тут слышал как раз, шанс человеку, который укрепился, возможно, только благодаря чувствам, а не осознанию того, что ему нужно было все до конца оставить в прошлом. Он не смог это оставить до конца в прошлом. У него борьба назревала это внутри на протяжении последних несколько, ну даже месяцев, может быть, год. То есть тяга к старому его вернула. Я говорю, был, может, не один толчок, он проходил, выдерживался, потом произошел какой-то всплеск, потом появилась, скорее всего, женщина из прошлого, либо обстоятельства, говорю, которые, к чему он так питал страсть в своей жизни, помимо вас, да, так сказать, и отношений с вами. И вообще в прошлом, что у него было. Вы знаете, наверное, о чем идет речь. Что он готов, говорю, поставить был все на карту. Точнее, не готов, ему уже как-то стало просто все равно. Ну вот расклад сегодня вот такой получился. То есть до конца месяца, да, мы хотели посмотреть. Вы ждете его возвращения. Что он вернется, что наполнит ваше сердце, что сообщит, что приедет, что все объяснит, что все вам скажет. Но это все иллюзии. Во-первых, этот человек сейчас повяз уже в собственном, я говорю, как я вам сказала, по дьяволу, это в собственном аду. Если сейчас пытаться ему помочь, он этого все равно не оценит, потому что, я говорю, он ушел для того, чтобы понять для самого себя, что для него как бы важнее. И в итоге он понял уже в процессе, что ему вот эта жизнь с вами уже не подходит. Вы-то ожидали, что будет все, вот смотрите, что вот он все-таки стабильный будет. Будет вам верой и опорой сейчас, когда вернется. Но это не будет так. Он не вернется. Не ждите его. Причем в ближайшее время вы узнаете очень резкие события о том, что, вот я говорю, скорее всего, до конца месяца, о том, что откроется, то, что он вам не говорил. Вы найдете подтверждение этого и поймете, что вас еще не зря судьба отвела. Пришел период, когда дальше вам сюда, как говорится, идти не надо. Вам нужно уходить и своей жизнью жить. Да. Отсторониться сейчас нужно. Вы вот сидите в страхе, в ожидании, что он вернется. В страхе в каком смысле, что не вернется, да, а в ожидании, что все-таки придет. Я говорю, еще раз повторю, все исправит. Но судьба вас вывела на это не зря. Потому что если вы ожидаете вот таким, он придет совсем другим. Он и идти не хочет, потому что, говорю, он не хочет причинять вам боль. Этого человека вы сами не вытащите, пока он не пройдет. А он добровольно пошел туда, куда ему нужно, как говорится, было пойти, как он считал. В общем, я подытожу, если кому-то непонятно, в раскладе идет речь о том, что мужчина, возможно, вы только расстались, возможно, это из прошлого, вы до сих пор к нему питаете чувства. Но у этого мужчины есть темная сторона, которую вы знаете. Когда вы начали вместе жить и встречаться, да, ну то есть встречаться, потом жить, он прошел достаточно, приложив усилия этот путь, чтобы с вами быть, ну, нормально жить, да, нормально функционировать, все делать. Но эта темная сторона на протяжении последнего года, как минимум, его просто сжирала внутри. Я говорю, появились либо обстоятельства, либо шанс до него, когда он сломался и сдался. Слабость его вот это все-таки по зависимости привлекла обратно в прошлое. И сейчас он там прозябает. Причем он себя уже в ловушку в эту загнал. От вас он отвернулся, потому что не хочет причинить вам вред. Но то, что вы его ждете таким, каким вы видели его, возможно, это была просто иллюзия, насколько его хватило. Он не придет таким уже. И вы очень разочаруетесь, если в том мире, в котором он сейчас опять живет, к вам вернется, у вас просто перевернется все мышление. Он проявится. Возможно, просто захочет вам все-таки что-то объяснить, будет какой-то порыв, да, по рыцарю жезла. Но я говорю, вас это просто перевернет. И ваш мир, и ваше восприятие о ваших отношениях. Что, я говорю, ваш шанс от судьбы, уходите спокойно. Да, тяжело, но у вас начнется совсем другая полоса в ближайшее время. Но вам сейчас надо подумать о себе.
Потому что там с этим человеком, я говорю, вы счастья уже больше не увидите. Медленно, но верно придет время, когда к вам придет ваш мужчина, император. Потому что вы вышли императрицей вначале. Этот мужчина не ваш. Да, вы прожили с ним определенное, говорю, время, любовь была и все было, но сейчас он находится в такой ситуации. Вот я вам просто простым языком объясню. Если вы туда захотите спускать свою сейчас всю энергетику, его спасая, вы можете потопить себя. И вы это в глубине души чувствуете. Поэтому не пытаетесь сами по магу как-то вообще пытаться проявиться, найти его, поговорить с ним и все остальное, потому что вы знаете причину на самом деле, что с ним сейчас происходит. Вы знаете, какое у него было прошлое. И вот совет карт сейчас, вам надо о себе подумать. Потому что там вы сейчас ничего уже не получите. Даже если вы приложите все свои усилия, чтобы этого человека как-то, попытаться, да, привести в те чувства, в ту жизнь, которую вы жили, у вас не получится. Почему? Потому что он сам добровольно от этого отказывается. Поэтому, говорю, со временем у вас изменятся планы. Сначала будет, да, нелегко. И в личной жизни будет 4 мечей. То есть отстранение от всего. И сердце будет закрыто, и эмоции будут подавлены. Но это и отдых, восстановление для вас, чтобы вы занялись. Сразу же идет почему совет, чтобы вы занялись собою. Не просто это будет сфера, да, у вас как бы замерзшая, а именно для того, чтобы вы к себе отнеслись сейчас с уважением и с пониманием, что вам-то, в принципе, дороже. И вот со временем все начнется у вас заново в жизни. То есть откроется новый путь, которого вы сейчас, в принципе, даже не ждете. И по 3 пентаклей у вас медленно, но верно придет мужчина. Нужно время. Когда вы к этому будете готовы, придет император. Он тоже будет одинокий мужчина, у него будут свои моменты. Да, и вот здесь еще идет такой момент сразу. Вот от одиночества старайтесь не рубить с плеча, не идти, не искать этого мужчину. Я говорю, не вмешиваться туда. У вас идут в жизнь очень серьезные отношения, новый брак. И там, где вы будете именно с женой, супругой, матерью, когда у вас вот это все в прошлом сейчас останется, со временем, я говорю, вы посмотрите так на свою жизнь, что вы даже не верите в то, что это возможно будет. Вы очень сильно долго с этим человеком были в таких отношениях, знаете, вот сейчас вот информация пришла. Год хорошо, могло быть, да, в начале, потом ссоры были, расходились часто. Вот вы постоянно пытались как-то удержать этот союз. Какое-то время вы прожили, да, вроде в счастье, и сердце было наполнено любовью, но там есть много того. Знаете, вы вот не увидели этого. Вы считали, ну все так живут. Почему я так не могу жить, но буду жить так же. У вас было много в этих отношениях, как сказать, таких моментов, когда желание все бросить, освободиться, потому что уже был предел. У вас были такие чувства и мысли. И вот сейчас пришел тот самый уже переломный момент, когда этот мужчина из вашей жизни уходит для того, чтобы, говорю, у вас в жизни все наладилось так, как должно быть. Это первое. И второе. Поблагодарите этого мужчину, который был. Он дал вам опыт. И за то, что он добровольно сам ушел, чтобы не портить вам жизнь. Ну, вот так сегодня говорят карты. Пишите. Всегда жду, когда от вас идет обратная связь, потому что это очень важно и ценно, как резонирует, да. Благодарю всех, кто приходит, смотрит мои расклады, поддерживает меня, остается со мной. До скорой встречи!